Добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы рады представить вам рассказ Антона Павловича Чехова «Муж». Это удивительная, тонкая и глубокая история о человеческих отношениях, семейной жизни и скрытых драмах, которые разворачиваются за закрытыми дверями. Устраивайтесь поудобнее и приятного вам прослушивания. Муж. Во время маневров Эннский кавалерийский полк остановился на ночевку в уездном городе. Такое событие, как приезд офицеров, всегда оказывает самое волнующее и вдохновляющее действие на жителей провинциальных городков. Лавочники мечтают избавиться от залежавшихся на полках десятилетних ржавых колбас и сардин лучшего сорта. Трактиры и рестораны работают всю ночь, воинский начальник, его секретарь и местный гарнизон надевают свои лучшие мундиры, полиция мечется взад и вперед как сумасшедшая, а уж то, что происходит с дамами, не поддается никакому описанию. Дамы города, услышав приближение полка, бросили свои кастрюли с кипящим вареньем и выбежали на улицу. Забыв про свой утренний дезобелье и общую неопрятность, они, запыхавшись от волнения, бросились навстречу полку и жадно слушали, как оркестр играет марш. Глядя на их бледные, восторженные лица, можно было подумать, что эти звуки исходят от какого-то небесного хора, а не от военного духового оркестра. «Полк!» — радостно кричали они. «Полк идет!» Что мог значить для них этот неизвестный полк, который пришел сегодня случайно и уйдет на рассвете завтрашнего дня? После, когда офицеры стояли посреди площади и, заложив руки за спину, обсуждали вопрос о постоях, все дамы собрались у судебного следователя и наперебой критиковали полк. Они уже знали, бог весть откуда, что полковник женат, но не живет с женой, что у жены старшего офицера каждый год рождается мертвый ребенок, что адъютант безнадежно влюблен в какую-то графиню и даже однажды пытался покончить с собой. Они знали все. Когда мимо окон промелькнул рябой солдат в красной рубахе, они точно знали, что это денщик поручика Ремзова бегает по городу, пытаясь достать для своего барина английского горького эля в долг. Они лишь мельком видели спины офицеров, но уже решили, что среди них нет ни одного красивого или интересного человека. Говорив в волю, они послали за воинским начальником и комитетом клуба и поручили им во что бы то ни стало устроить бал. Их пожелания были исполнены. В 9 часов вечера военный оркестр играл на улице перед клубом, а в самом клубе офицеры танцевали с дамами города, дамы чувствовали себя как на крыльях. Опьяненные танцами, музыкой и звоном шпор, они всей душой погрузились в знакомство со своими новыми партнерами и совершенно забыли о своих старых гражданских друзьях. Их отцы и мужья, оттесненные на второй план, толпились у скудного буфета в вестибюле. Все эти казначеи, секретари, клерки и надзиратели, блеклые, болезненного вида, неуклюжие фигуры, прекрасно сознавали свое ничтожество. Они даже не входили в танцевальный зал, а довольствовались тем, что издали наблюдали за своими женами и дочерьми, танцующими с изысканными и грациозными офицерами. Среди мужей был и налоговый инспектор Шаликов, узкая, злобная душа, склонная к выпивке, с большой, коротко остриженной головой и толстыми, выпеченными губами. Он получил университетское образование, было время, когда он читал прогрессивную литературу и пел студенческие песни, но теперь, как он сам о себе говорил, он был налоговым инспектором и больше ничем. Он стоял, прислонившись к дверному косяку, устремив глаза на свою жену, Анну Павловну, маленькую 30-летнюю брюнетку с длинным носом и заостренным подбородком. Туго затянутая в корсет, с тщательно напудренным лицом, она танцевала без передышки, танцевала до тех пор, пока не была готова упасть от изнеможения. Но хотя она была истощена телом, дух ее был неисчерпаем. Потому, как она танцевала, было видно, что мысли ее были в прошлом, в том далеком прошлом, когда она танцевала в Институте благородных девиц, мечтая о роскошной и веселой жизни и нисколько не сомневаясь, что ее муж будет принцем или, на худой конец, бароном. Налоговый инспектор смотрел, хмурясь от злости. Это была не ревность. Он был не в духе, во-первых, потому, что комната была занята танцами и ему негде было сыграть в карты, во-вторых, потому, что он терпеть не мог звука духовых инструментов, и, в-третьих, потому, что ему казалось, будто офицеры относятся к гражданским слишком бесцеремонно и презрительно. Но что больше всего возмущало его и приводило в негодование, так это выражение счастья на лице его жены. Тошно смотреть на нее. Бормотал он.
Идет к 40 годам, и хвастаться никогда нечем было, а туда же пудрит лицо и затягивается. И волосы завивает. Флиртует, строит гримасы и воображает, что делает это стильно. Ух, ну и фигура у тебя, право слово. Анна Павловна была так увлечена танцем, что ни разу не взглянула на мужа. Конечно. Куда нам, бедным деревенским увольням, ухмыльнулся налоговый инспектор. Мы теперь в загоне, мы неуклюжие тюлени, неотцанные провинциальные медведи, а она королева бала. Она сохранила достаточно своей внешности, чтобы нравиться даже офицерам. Они бы не прочь приударить за ней, я полагаю. Во время мазурки лицо налогового инспектора перекосилось от злости. Черноволосый офицер с выпученными глазами и татарскими скулами танцевал мазурку с Анной Павловной. Приняв суровое выражение лица, он с важностью и чувством работал ногами и так подгибал колени, что походил на паяца, которого дергают за ниточки, в то время как Анна Павловна, бледная и взволнованная, томно изгибая стан и вскидывая глаза, старалась выглядеть так, словно едва касается пола, и, очевидно, сама чувствовала, что она не на земле, не в местном клубе, а где-то далеко-далеко, в облаках. Не только ее лицо, но и вся ее фигура выражали блаженство. Налоговый инспектор не мог больше этого выносить, ему захотелось поиздеваться над этим блаженством, дать Анне Павловне почувствовать, что она забылась, что жизнь вовсе не так восхитительна, как ей кажется сейчас в ее возбуждении. «Погоди, я научу тебя так блаженно улыбаться», — пробормотал он. «Ты не институтка, ты не девочка». Старое пугало должно понимать, что оно пугало. Мелкие чувства зависти, досады, уязвленного тщеславия, той мелкой, провинциальной мизантропии, которую порождают в мелких чиновниках водка и сидячий образ жизни, закопошились в его сердце, как мыши. Дождавшись окончания мазурки, он вышел в зал и подошел к жене. Анна Павловна сидела со своим партнером, помахивая веером и кокетливо опуская веки, рассказывала, как она танцевала в Петербурге, губы ее были сложены бантиком, и она произносила «у нас в Петербурге». «Анюта, пойдем домой», — прохрипел налоговый инспектор. Увидев стоящего перед ней мужа, Анна Павловна вздрогнула, словно вспомнив о том, что у нее есть муж, затем вся вспыхнула. Ей стало стыдно, что у нее такой болезненный, злой, обыкновенный муж. «Пойдем домой», — повторил налоговый инспектор. «Почему?» «Еще совсем рано. Я прошу тебя пойти домой». Раздельно, со злобным выражением лица сказал налоговый инспектор. «Почему? Что-нибудь случилось?» В трепете спросила Анна Павловна. «Ничего не случилось, но я хочу, чтобы ты немедленно шла домой. Я хочу этого, и этого достаточно, и без лишних разговоров, пожалуйста». Анна Павловна не боялась своего мужа, но ей было стыдно перед партнером, который с удивлением и весельем смотрел на ее мужа. Она встала и отошла с мужем немного в сторону. «Что это за выдумка?» Начала она. «Зачем идти домой? Ведь нет еще и 11 часов. Я так хочу, и этого достаточно. Пошли, и дело с концом. Не глупи. Иди домой один, если хочешь». «Хорошо, тогда я устрою сцену». Налоговый инспектор видел, как выражение блаженства постепенно исчезает с лица его жены, видел, как ей стыдно и горько, и почувствовал себя немного счастливее. «Зачем я тебе понадобилась так срочно?» — спросила жена. «Ты мне не нужна, но я хочу, чтобы ты была дома». «Я так хочу, вот и все». Сначала Анна Павловна и слышать об этом не хотела, потом начала умолять мужа отпустить ее еще хоть на полчаса, потом, сама не зная почему, начала извиняться, протестовать, и все это шепотом, с улыбкой, чтобы зрители не заподозрили, что у нее размолвка с мужем. Она принялась уверять его, что не останется долго, еще только 10 минут, только 5 минут, но налоговый инспектор упрямо стоял на своем. «Оставайся, если хочешь», — сказал он, — «но тогда я устрою сцену». И пока она говорила с мужем, Анна Павловна казалась тоньше, старше, невзрачнее. Бледная, кусая губы и едва не плача, она вышла в переднюю и стала одеваться. «Вы уходите?» С удивлением спрашивали дамы. «Анна Павловна, дорогая, ты уходишь?» «У нее голова болит», — сказал налоговый инспектор за свою жену.
Выйдя из клуба, муж и жена всю дорогу до дома шли молча. Налоговый инспектор шел позади своей жены, глядя на ее поникшую, печальную, униженную маленькую фигурку, вспоминал то выражение блаженства, которое так раздражало его в клубе, и сознание того, что блаженство исчезло, наполняло его душу торжеством. Он был доволен и удовлетворен, и в то же время ему чего-то не хватало. Ему хотелось бы вернуться в клуб и сделать так, чтобы всем стало тоскливо и жалко, чтобы все узнали, как пошла и ничтожна жизнь, когда идешь по улицам в темноте и слышишь хлюпанье грязи под ногами, и когда знаешь, что завтра утром проснешься и впереди нечего ждать, кроме водки и карт. А, как это ужасно! А Анна Павловна едва могла идти. Она все еще была под впечатлением танцев, музыки, разговоров, огней и шума. Она спрашивала себя на ходу, за что Бог так покарал ее. Ей было жалко, оскорбительно и удушающе от ненависти, когда она слушала тяжелые шаги мужа. Она молчала, стараясь придумать самое обидное, колкое и ядовитое слово, которое могла бы бросить в лицо мужу, и в то же время прекрасно понимала, что никакое слово не пробьет шкуру ее налогового инспектора. Что ему за дело до слов? Самый злейший враг не мог бы придумать для нее более беспомощного положения. А между тем оркестр играл, и темнота была полна самых зажигательных, опьяняющих танцевальных мелодий.